Приехали на рыбалку, ветер вообще шпарит, дождь лупит. Блин, не знаю, будем ждать, наверное, пока кончится дождик. Ну, начнем расставляться все равно. Блин, обещали, в принципе, 8 часов, ну, что погода, ну, в дождик кончится. Но не знаю, как на все это вообще, что тут. Спрятались за горушкой спрятались от ветра, потому что так-то мы вообще там, ну, в том месте ловим. Вот, но там ветер вообще шквал, там деревья, ну, валит. И мы решили за мыском спрятаться. Здесь за мыском вроде бы как бы, ну, поменьше тут ветра, хотя, ну, и так все в порядке, присутствует дождь и все остальное. Вот, приехал я с Толяном сегодня, так что вот, Толян сейчас вот сюда встанет, точечку, а я не знаю, я либо здесь, либо туда куда-нибудь, ну, тоже где-нибудь приткнусь. Ловить будем сегодня на крокодила, пробовать леща, как бы, ну, здесь такой заливчик, он местный, присутствует все время. Вот, это залив от Волги, а там, ну, дальше как что будет, то будет. И вообще с дождем, с погодой вообще как что будет. Ну, ладно, все равно рыбалка, что, попробуем, посмотрим, как что. Помчали. Трансляция из багажника. Сейчас засыплю сюда прикормов в кашку. Сейчас кашку раздербаним. О, получилась кашка такая супер. Ладно, главное, чтобы не намокло. Сейчас ее куда-нибудь тусанем тоже. Я не сказал, время 5 утра. Так, у нас, так, вот тут у нас этот чесночок. Чесночок взяли на всякий случай. Я сегодня взял еще и меду до кучи. Там, ну, люди просто говорят, мед у нас там все, мы с медом ловим. Фиг знает. Во, пахнет вообще супер баночка моя. Чесночок, шарики, короче. Так, собираемся. В таком, блин, вообще шарох-ворохе в быстром, блядь. Потому что вообще трындец. Сейчас главное закинуться и вообще пум. Будем плевать на погоду и ловить рыбу. В таких случаях на берег с собой вообще лишнего ничего не беру. По-быстрому тык-тык поставил и все, и ждем, чтобы быстро сразу свалить, вдруг шторм, ураган. Три доночки сегодня возьму, сейчас хватит вообще. Фу, рыбалка экстрим вообще будет сегодня. Вот так вот по-быстрому, раз, все. Прикормка, донки, колышки. О, и все, сейчас сразу же раз на речку все быстро повтыкал, и все, и бам. Ловим рыбу дальше, блин. Круто. Ничем не передаваемое буйство природы во всех ее проявлениях. Ну ладно, донышки закинули. Там подальше у Анатолия, здесь поближе у меня, только закинули. Так что посмотрим, что будет. Так пока подкармливаем, будем каждые 10 минут перебрасывать. А там посмотрим, повезет нам с клевом или нет. Крайняя закинута у меня на чеснок. Так, да, на этот шарики пенопласт, чеснок. Это среднее у меня это сало с чесноком. Это самое первое. Это пуфики чесночные тоже. Я взял с собой мед еще. Кстати, сейчас замочу в меде шарики, так что это самое, попробую еще мед. Но, блин, конечно, вообще трындец, блин, погода. Надеюсь, что все-таки стихнет все это. Ну а так вот, ну, расчет на то, что пока вот сейчас этот ветер и все. Ну, как бы ловли особо нет. Будем сейчас закармливать точку, что, может быть, он подойдет все-таки лещик. Ну, к этой точке, и как наладится, все будет потише. Может быть, даже начнет и клевать. Так что вот, а так, блин, что, незабываемые ощущения. Незабываемые, неповторимые ощущения. Ладно, все, посмотрим, как что будет. Так-то я еще не ловил вообще на мед. Ни разу. Так что вот, сейчас вот. Блин, медок вкусно пахнет.
Сейчас замаринуем шарики в меде. И попробуем. Не знаю, у нас что-то в последнее время все хвалят этот мед. Вот, мед. А что на самом деле там, мы как раз сейчас и проверим. Ну, не сейчас, попозже. Эх, медок-то пахнет вкусно. Оп, у Анатолия поклевочка первая. Пусто так пусто, но поклевка была, я видел издалека. Вот, а ты переживал, в таком ветру поклевку не видишь, как раз поклевку видно нормально. Пенопластик, да? Ну вот, значит, должна расклеваться-то. О, ребята, у меня поклевка. Опа. Да, была поклевка. Здесь, кстати, глубоко. Вроде кидаем недалеко, а здесь ямка нарыта или еще что-то. Оп! Сошел у берега. И то потому, что перехлестнувший. Но видел рыбку. Хорошо. Итак, я повторюсь. По поклевочке видели мы с Анатолием уже. Я уже почти подтащил. Даже рыбку видел. Ну, такой обычный стандартный подлещик такой. Но у меня почему-то как-то получилось, что перехлестнуто. Аж через удочку получилось перехлестнуто. Поэтому он сошел у берега. Ну, а так-то все равно. Это, ну, рыбка начинает проклевываться. Несмотря на то, что тут и дождь, и шторм, и ветер. Вот, и глубина. Здесь глубина вообще, ну, такая приличная, очень глубоко. Кидаем недалеко от берега. Потому что далеко и не кинуть при таком ветре. И кормушка падает достаточно долго. Вот. Сейчас вот на первую удочку подсадил как его, мед, шарик с медом. Ну а так, в принципе, будем ждать по поклевке. Это уже как бы, ну, радует, какой-то стимул придает рыбалке. И посидели-то недолго. Как бы, так что может еще и расклюется. Подойдет, что расклюется. Так что пока, блин, все, пока класс. А там, глядишь, и дождик кончится. О, ребят, поклевка на мед. Ну вот, и первый сластёный на борту. Красавчик. Оп, свалился. Стоять. Вот такой красавец. Клюнул на мед. Только перебросил на мед и сразу же хоп, поклевка. Класс, скажи привет. Сейчас я позову всю стаю. Короче, все супер, парни. Вот, ребят, смотрите, на среднюю домку, по-моему, поклевка. Или это ветер так вот задувает, либо там что-то такое поклевывает. Да, и леска провисла, да, пойду вытаскивать.
Пока ничего не могу сказать. Если и есть, наверное, что-то мелкое. Поверху уже кормушка всплыла. Наверное, ничего нету. Но поклевка была. Да. Ну ладно. Блин, вот только забросил. А, вот точно, опять на среднюю. И опять непонятно что. Только закинул опять на среднюю. И что-то опять клюнуло. Пенопласт с чесноком тут у меня. Что-то упирается. О, еще один любитель чесночка теперь. Но они, вот они ровненькие идут. Но он даже еще кормушку не вымыло. Вот такой вот красавец. О, класс. Блин, а у нас поклевка, вон на последнюю, такая сильная поклевка-то, блин, была. Это тут стоит сало. Я как раз хотел только пересаживать сало. А похоже, наверное, не надо было его пересаживать. Так, похоже, тащу еще одну кормушку свою. Еще что-то тащу, что-то вообще тяжело. Что это там такое? Похоже, все кормушки собрал, что были. Но поклевка была мощная. Идет вообще по дну. Откуда-то со дна тащу. Что тащу, непонятно. А, ну да, тащу все три кормушки. О, и рыбину. Ну, рыбина-то на сало. Это класс. Оп. А я хотел пересаживать. Только, думаю, буду пересаживать сало. А похоже, не буду. Пусть постоит. Но тут, конечно, подзапутано нормально. Ну ладно, что, будем распутываться. Вот так пока все гуд. Сейчас вот перебросил донки все. Вот, и вообще, ну, ветер такой, шквал, да? И, короче, первую забросил, блин, недолет что-то, ну, нет глубины. То ли перебросил, то ли нет, фиг знает. Вторую забрасываю, тоже какой-то недолет. И вообще в сторону улетел куда-то. Вот, ну и третью тоже забрасывал, и она куда-то у меня тоже улетела в сторону. Вот на данный момент у каждого, наверное, были такие ситуации, что забросил донки, блин, и фиг его знает, сидишь, ну, не нравится, как заброшено. Вот, ну, фиг знает. Ну и как бы проверять тоже, вынимать сейчас по новой, все делать. Вот, все-таки кормушки, там все это как бы пускай подвымает все. Вот. Поэтому сейчас вот 10 минут подождем, посмотрим. Если никаких, ну, не будет, ни поклевок, ничего, будут тогда перебрасывать. А фиг его знает, может быть, наоборот, сейчас как бы шибанет. Рыбалка. Вот в этом вся рыбалка заключается, что, ну, всегда ищешь что-то, не знаешь, как, что, где может получиться. Так что вот, ждем. Посмотрим. И будем перебрасывать опять в яму. Ну вот, донышки перебросил. Двумя-то точно попал туда, куда надо. Ну, в ямку. А третья все-таки куда-то улетела в сторону. Порыв ветра был, не рассчитал, все. Ну да ладно, не суть. Вот. А стоит у меня опять, я поставил, так как и было изначально. То есть первый у меня этот самый сало. Потом чеснок пенопласт, потом мед пенопласт.
Но так я не знаю, кто тут лидирует. Вот, потому что на каждую было поймано по рыбке, то есть и на сало, и на чеснок с пенопластом, и на чеснок, и на пенопласт с медом было по рыбке поймано. Но вот сход был на этот самый пенопласт с чесноком. Так что не знаем, посмотрим, что тут дальше будет. У Толяна почему-то вообще тишина. Вот у него вначале было там пару поклевок, и все, и все, и притихло. Вот. Ну и у меня что-то притихло. С чем это связано, неизвестно. Может, с погодой. Но подождем. Должен и дождь кончиться, и как бы должно еще расклеваться. Так что подождем, поживем, увидим, как говорят. Так, у нас время 8:30. Надо, наверное, подкрепиться, съесть какую-нибудь вкусняшку. Ну а так, что, суть по прогнозу, в 10 должен кончиться дождик. Но не знаю, насколько это все правда. Потом солнышко будет в 11-12, не знаю, посмотрим, до скольки посидим. Но если так, то клевало где-то вот сейчас мы уже сидим минут 40 и без поклевки, то клевало где-то у нас, ну где-то 7:30 клевало вот так вот, по крайней мере у меня. Сейчас вообще как бы подзатихло все и подзабросил нормально все, перезабросил. Так что вот. Ну ладно, подождем, еще выйдет, наверное. Перекусить и обратно под дождь, мокнуть. Часа простояли донки, и тут вообще без поклевки, без всего, просто такие сумасшедшие нагибы были. Сейчас посмотрим, может быть он уже висит или еще висит, но нагибал он вообще конкретно спиннинг. Это на сало, здесь стояло сало. Я уже думал, надо перебрасывать, идти все. И тут просто, без поклевки, просто загибает спиннинг и все в дугу. И вот он идет, красавец, на сало. Вот он. Вот это да, вот эта рыбка. Любитель сала. И, я говорю, без поклевки вообще колокольчик даже не звякнул нисколько. Он просто его... такие загибы. Но это вообще уже хороший такой. Вообще бодрый. Красавчик мой. За тобой сюда и приехал я. Вот это вообще супер рыбеха. Класс. У нас поклевочку сейчас только что на среднюю доночку. Да, клюет. Здесь у нас чесночок с салом. Дождик вроде стих, а ветер буйствует. О, красавчик, красавчик. Опа. Тоже хороший. И кормушка, вот заметьте, еще и не вымыла даже. Опа. Хоть каша у меня нормально сделана, она вымывается хорошо. Кормушечку даже не вымыла. Вот она.
Ну и тут красавец. Что я могу сказать? Очередной красавчик. Не маленький такой. Приятно. Опа. Рыбка поклевывает. Дождик стих, а ветер остался. Ладно, будем перезабрасывать. Тоже, кстати, стояли долго. Хотел идти, чтобы перезабрасывать сейчас. Вот. И, ну, это самое. И раз опять поклевка. Долго стояли, кашу не вымыло. Интересно. Ну ладно. Сейчас стал перебрасывать донки, а у меня как раз на среднюю поклевочку. Ух ты. За кустик зацепил снизу. Небольшой, но есть, протащил. Вот такой стандартный, беленький, чистенький такой. Прям весь без кровяного пятнышка. Опа. Нет, я начал вытаскивать, и поклевка. Вот хочу заметить. Постоянно вот вынимаю рыбину, садок опускаю, и вот она первое время вот так вот отлеживается на боку, и как бы ей, ну, никак не прийти в себя. Вот с большой глубины я ее достаю, похоже. И вот пока вот это все у нее болезнь, потом она перебаливает, и все, и нормально. Так что вот, глубоко здесь. Ну, а у нас, наверное, выглядывает солнышко, но что-то ветер все равно еще ого-го. Итак, а у нас время 11. Полчаса назад тоже перебрасывал. Я уже, ну, каждые полчаса перебрасываю донки. Вот, то есть никак у нас что-то не получается с клевом. Анатолий так и не может разловиться, еще даже ни одной не поймал. Так что я думаю, что сейчас еще раз перезабрасываем, и ждать тут уже больше нечего на сегодня. Ну, посмотрим, как что будет еще. Так, ну ладно, мы решили заканчивать нашу рыбалочку. Сейчас изъятие садочка будет происходить. Оба! Чем там порадовал, река рыбы дала сегодня. О! Ну, немного дала. Класс. Есть даже ничего такой. Вот такой небольшой уловчик. Ну, есть и нормальный такой экземплярчик один. Ну ладно, так все равно классно. Итак, что, маленько половили. Время уже 12, думаю, все, надо сваливать домой. Удочки еще вон у меня стоят, в надежде на то, что вдруг кто-то еще все-таки клюнет. Надежда умирает последней. Ну а так что, погодка разыгралась, солнышко, дождь прекратился, ветер прекращаться не хочет. Вот. Ну и что, принято решение ехать домой, потому что рыба уже 2 часа как вообще не клюет. Вот, но это я про себя говорю. Анатолию что-то сегодня вообще не повезло. Ветер даже усиливается. Да, ветер сильнее даже еще стал, да.
Так что вот, ну все, не сидите дома, выбирайтесь на природу. Все, до новых встреч.